У нас есть еще один спикер, очень интересный спикер. Это Лин Парментер, я уже до этого знакомил вас. Лин, она один из ведущих экспертов в области образования. Она 17 лет проработала в Японии, потом работала в Великобритании. Сегодня она работает в Казахстане. Вот я думаю, нам всем было бы очень интересно. Вот вы были в такой азиатской, очень азиатской стране, как Япония, с ее западными ценностями, которые она попыталась, да, модернизировать, в себя вобрать. Вы были в центре англосаксонского мира в Великобритании, и теперь вы в Центральной Азии, в сердце Евразии, в Казахстане. Вот студенческое сообщество наше, наша система образования, насколько оно отличается от того, что вы видели в Японии, от того, что есть в Великобритании? Какие наши студенты? Каков уровень их критического мышления? Вот немножко бы, если бы вот об этом рассказали и об опыте своем, было бы очень интересно. Спасибо. It would take me more than an hour to answer that question, so I won't. Это потребует больше, чем 1 часа времени, чтобы ответить на этот вопрос. But in general, the students here are extremely good. I think they are very capable of critical thinking. Some of them are sitting over there, so ask them. They can critically think, no problem. It's not working. It's not working. Sorry. Но студенты здесь очень способны, а также вы можете увидеть их в зале. Они имеют блестящие способности критического мышления. The topic that I was given, the international experience in the development of critical thinking in education, obviously it is impossible to cover this in 10 minutes. Наш сегодняшний топик — это международный опыт в развитии критического мышления, но, конечно же, за 10 минут охватить весь этот топик очень сложно. Okay, next, please. But I think the key point is that every situation in life, every age in life is an opportunity for critical thinking. Но я думаю, что каждый возраст в жизни, каждый момент в жизни — это возможность к критическому мышлению. So critical thinking is not only for schools. Итак, критическое мышление не только для школ. Critical thinking starts when babies are born. Критическое мышление начинается с того, когда ребенок рождается. And they try to understand the world around them. И когда он пытается понять весь мир вокруг него. Some people, but not all people, manage to continue thinking critically until they die. Most people don't. Некоторые люди способны сохранить чувство критического мышления до потери самой жизни, но не все люди могут это. And the task of educators, and educators are not only teachers, educators are parents, brothers, sisters, relatives, friends, etc., is to nurture and to develop this ability to think critically. Задача педагогов — это педагоги здесь могут быть не только учителя, это родители, сестры, братья, члены семьи, это воспитывать, а также развивать в ребенке возможность к критическому мышлению, а также желание критически мыслить. Okay, next, please. What does international research say about critical thinking? The first thing is that the foundation of critical thinking is language and engagement with the world. Что говорят международные эксперты? Это первое, то, что основа критического мышления — это во-первых, язык, а также связь его с общественностью. So there was a big study in the USA in the 1990s. It found that children from poor families heard more than 30 million words less than children from professional families. Также в 1990 году в США было сделано исследование. По исследованию показало, что дети в возрасте 3 лет, бедствующие дети, слышат 30 миллионов
меньше слов, чем дети с успешных семей. And this exposure or lack of exposure to language has a very significant impact on children, on children's IQ and their ability to think critically, and on their achievement in school. Эта выдержка или же отсутствие этой выдержки в языке влияет на высокий или же заниженный IQ ребенка, а также успехом в школе. So from birth, conversation is essential. Итак, с младенчества, с того, как человек рождается, это очень важно. Okay, next, please. From about the age of 3, people who are parents, I'm sure you know, from about the age of 3, children love to start asking why to everything. Я думаю, что вы знаете, с возрастом 3 лет, примерно 3 лет, дети начинают задавать вопрос «почему?». And this is the key question, the most important question of the critical thinker. И это является ключевым вопросом критического мышления «почему?». And children often ask why, and adults cannot answer the question because they accept it, they don't think about it anymore. Когда дети спрашивают «почему?», бывают вопросы, на которых взрослые не могут ответить. Это потому, что взрослые давно отказались или же признали то, что не знают этих вещей. And so the task of educators is to keep children asking why. Very often, parents, and I know I have done it too, when a child asks why, oh, just because, and you stop them. But the task of keeping them asking why is a very, very important one. И здесь происходит задача учителей, задача воспитателей сохранить желание ребенка, чтобы спрашивать и задавать этот вопрос «почему?». Например, на своем опыте я могу сказать, что когда мой ребенок спрашивает «почему?», я говорю коротко «потому что». Но здесь решение должно быть таким, что мы должны сохранить желание ребенка. But now, actually, I have 5 children. My youngest child is 5 years old. Now, I have found an easy solution. When he asks me why, I reply, "Why do you think?" And he says the reason. На данный момент у меня 5 детей, и самый маленький из них, когда задает вопрос «почему?», я решила иной ответ. Я спрашиваю у него «а почему ты так думаешь?». And you get some very, very interesting answers, actually. And that's critical thinking. И вы получите очень интересный ответ, и это критическое мышление. Okay, next, please. So from school age, this is another research article about critical thinking. The most important thing is not the specific skills and the strategies. It's actually quite difficult to teach critical thinking as a skill out of context, as other speakers have said. Следующее очень важное критического мышления — это не учить специфическим навыкам или стратегиям, хотя они полезны. Okay. The skills are important, but they need to be along with the motivation to keep the learners asking why, to develop this, what it says in here, the disposition, the inclination, to look at the world through a critical lens. Здесь проникается возможность, пусть даже эти методы очень важны, но в то же время здесь нужно учить ребенка развивать, а также, как здесь видно, что расположение и склонность к критическому мышлению, смотреть через критический объектив. So all the skills of critical thinking are useless if you have no motivation to use them. Итак, все методы критического мышления абсолютно бесполезны, но если у вас нет критического самого мышления. Okay. Next, please. And what this means is that at school,
the role of the teacher needs to change. To motivate the students, the role of the educator has to change from being a knowledge provider, you know, here is student Phil with knowledge, to being somebody who is facilitating learning on a journey with a student. Здесь самым важным является то, что мотивировать студента, то есть развивать у него качество желания к критическому мышлению. That's all right. I'll go through the bit. It's okay. And this quote from Paulo Freire, who's the founder of critical pedagogy, which is obviously critical thinking within education and more. And he says this thing, that educators should see themselves as partners of students on a journey with students. So the role of teachers changes. Это отрывок от Паула Фрейре, кто основатель критической педагогики. То есть здесь роль воспитателя, роль учителя меняется. Учитель до этого был человеком, который доставляет знания, преподает, но сейчас учитель должен быть тем, кто дает возможность использовать эти знания студентам. Next, please. So motivation is important, but then you have to continue practicing critical skills throughout life. Итак, мотивация — это очень важно, а также вы можете использовать критическое мышление в жизни. So a 5-year-old child does not have the same ability to do these things, to analyze, to reason, to evaluate, as a 30-year-old person has. Конечно, 5-летний ребенок не может использовать эти навыки как оценивание, рассуждение, анализ, принятие решений или же решать проблемы как 30-летний человек. But a 5-year-old can do all of these things. And so it's important to keep practicing at the level of the child all the way through. Но, конечно, 5-летний ребенок умеет и может делать эти вещи так по-своему. И мы должны сохранять, а также разрешать ему делать это уровень за уровнем. And if you do this from the age of 5, PISA results will go up. И если вы будете делать с 5 лет, то результаты PISA будут высокие. Okay, next, please. So in conclusion, Piaget's famous psychologist, and he said the principal goal of education in schools should be creating men and women who are capable of doing new things, not simply repeating what other generations have done. We have already talked about this. I agree with everybody else in this respect. Следующее — это то, что сказал Жан Пиаже. Жан Пиаже является известным психологом. Он когда-то сказал, что главная цель образования в школе должно быть сделать мужчину или же женщину, которые смогут делать новые вещи, а не просто повторять то, что делало другое поколение. А также с уважением я согласна со всеми предыдущими спикерами. And in Kazakhstan, especially, where so much is changing so quickly, and as a foreigner in Kazakhstan, it is quite amazing sometimes to see how quickly things change and how much changes. I think this is really important, and to be able to do this, critical thinking is essential. А даже в Казахстане столько всего нового, все так меняется, поэтому быть зарубежным иностранцем в Казахстане это бывает немножечко сложно. Поэтому критическое мышление на этом этапе очень важно.